Как-то раз, когда я играл в The Last of Us, в комнату вошел мой брат и спросил, что за фильм я смотрю. Тогда, в 2014-м, мне казалось это высшей похвалой для игры. Спустя 6 лет вышло множество кинематографичных игр, но мало какие из них смогли сравниться с The Last of Us по проработке киноязыка. Привет, меня зовут Антон Плоткин. Написал и смонтировал ролик Андрей Королёв. Сегодня мы поговорим о киноязыке The Last of Us. Мы будем разбирать игру сразу со спойлерами, и если вы по какой-то неуважительной причине до сих пор не знаете этой истории, то бегом наверстывать хотя бы на ютубе. И да, не забудьте потом вернуться сюда и подписаться на ДТФ. А мы пока продолжим. Камера, мотор. Предсказуемо, что главными источниками вдохновения для ведущих авторов The Last of Us Брюса Стрейли и Нила Дракмана стали фильмы. Как-то им удалось попасть на закрытый показ «Старикам тут не место». Картина Коэнов поразила их простотой элементов, с помощью которых братья-режиссеры нагнетали напряжение у зрителя. В интервью Empire креативный директор и сценарист Дракман сравнил эти чувства с ощущениями после просмотра «Дитя человеческое». Сюжет для экшена был гениален в своей простоте. Я расстроился, что игры не делают так же. Нам не нужны грозные инопланетяне и прочая лабуда. На самом деле игра может быть приземленной. Мы захотели опробовать этот подход на простом, ориентированном на персонажей сюжете, чтобы мы могли сосредоточиться на их раскрытии. В свою очередь Стрейли тоже отметил минимализм и простоту в «Старикам тут не место», но как гейм-директор добавил, он хотел бы сделать игру, которая повторяла бы ощущения из этого фильма. «Мы никогда не играли в игру, которая создавала бы такое напряжение, и никогда не слышали такой тонкой работы с саундтреком. В фильме его не так уж много. Вы ощущали себя в каждом мгновении картины, видели развитие Мосса как персонажа, у которого даже не было экспозиции. Это мастерский пример приема «показывай, а не говори», что стало вызовом для нас, как игровых разработчиков. Мы сказали сами себе, мы никогда не играли во что-то подобное, так давай сделаем это. И уникальность подхода Naughty Dog в том, что разработчики вдохновляются кино, но при этом не забывают, что делают игру. Этот тезис прекрасно демонстрирует пролог The Last of Us. Начнем с того, что пролог блестяще срежиссирован. Если отключить звук и субтитры, то лишь по одному визуалу без труда можно будет понять о близких отношениях отца и дочери, что мир рушится на части, а герои лишь пытаются в нем выжить. Даже в сцене убийства Сары по легким движениям головы солдата и мимике персонажей можно понять, почему раздались те роковые выстрелы. С точки зрения киноязыка, Naughty Dog сделали все на высшем уровне. Но благодаря геймплею пролог ощущается совсем иначе, чем в кино. Вступление The Last of Us явно отсылает нас к фильму «Дитя человеческое», а конкретнее к знаменитой боевой сцене, снятой одним кадром. Когда вы ее смотрите, вы полностью погружаетесь в мир фильма. А погружение – это как раз отличительная черта игр. Черта, которой хотят добиться в своих фильмах многие именитые режиссеры. Если бы весь пролог был одной большой кат-сценой в духе, например, МГС-4, она бы тоже круто смотрелась, об этом мы уже сказали. Но благодаря тому, что мы сами управляем сначала Сарой, а потом Джоэлом, он бьет в сердце с гораздо большей силой. Игрок чувствует на себе ответственность за персонажей, так как он отождествляет себя с ними, и от этого смерть Сары ошеломляет еще больше. Совсем недавно эта маленькая девочка под нашим чутким взглядом полусонная ходила по дому в поисках отца, а после переключения на Джоэла мы не смогли уберечь ее от гибели. Конечно, игра не дает нам выбора, сюжет линеен, но так как игрок уже стал частью этих персонажей, взяв их под свой контроль, под свою ответственность, ему становятся близки чувства отца, потерявшего ребенка. Уметь рассказывать историю визуальным языком – признак выдающейся режиссуры.
И в The Last of Us гениальность постановки раскрывается сразу с нескольких сторон. В классическом понимании режиссура игры раскрывается, например, в трансформации отношений Элли и Джоэла. Поначалу Элли большую часть времени находится за спиной у Джоэла во всех смыслах. Для него она – груз, который нужно доставить. Она как рюкзак, который у него на спине. Он не обращает на нее внимания, старается не смотреть ей в глаза. Любые попытки поговорить по душам он пресекает на корню. Между героями всегда есть дистанция. Этот разрыв можно заметить и в кат-сценах, и в игровом процессе, о чем скажем далее. Джоэл ни за что не раскроет свои чувства перед Элли. Даже первую симпатию к ней он проявляет, пока та не видит. Лишь после разговора на чистоту на заброшенном ранчо Джоэл чувственно и физически сближается с Элли. Она все еще у него за спиной, но уже вплотную приблизилась. А после долгой разлуки зимой Джоэл наконец избавился от этого эмоционального прогала и фактически признал ее своей дочерью. Тем интереснее, что весной дистанцироваться начинает уже Элли. После пережитого ужаса ей тяжело открыться. Разобраться в себе ей помогают жирафы. Удивительно, но почему-то я нигде не нашел сравнения этой сцены с аналогичной из окончания над пропастью воржи Селлинджера. В обоих произведениях действие происходит в зоопарке. И там герои смотрят на то, что помогает им повзрослеть, стать ментально зрелыми, преодолеть страхи и взять на себя ответственность за свою жизнь. После жирафов Элли продолжит держать дистанцию от Джоэла, но ее смысл после этого меняется. Теперь Элли не боится, она стала взрослой и хочет независимости и уважения, как любой подросток от своего родителя. Жаль, что Джоэл этого так и не понял. Также мастерски, без слов, лишь визуально, авторы The Last of Us рассказывают истории через окружение. В кино этого порой очень сложно добиться из-за малого хронометража и ограниченности пространства кадра. И лишь великим режиссерам это удается. Например, в классике мирового кинематографа в фильме «Летят журавли» зрителям не покажут ни одной боевой сцены, хоть и сюжет разворачивается во время Великой Отечественной. Как верно подметили на Кинопоиске, о развитии войны мы понимаем через изменение пейзажа Москвы. Город начинают заполнять противотанковые ежи и баррикады в виде мешков с песком. Даже о вольготной жизни Марка в тылу мы понимаем с помощью афиши о его концерте, а потом и по сцене разгульной вечеринки. В играх такой тип повествования реализовать гораздо проще, так как игрок отчасти сам себе и оператор, и режиссер. И окружение с The Last of Us тоже играет важную роль в рассказе истории. Мало в каких произведениях про постапокалипсис мы видели мир во время его падения. Чаще всего сюжет в них разворачивался уже на руинах цивилизации. В том же прологе The Last of Us мы видим хаос конца мира и понимаем, откуда спустя 20 лет взялись кучи брошенных машин на выездах из городов и почему люди не доверяют военным. Также игрок может сам находить мини-истории людей, исследуя окружающее пространство. Даже не найдя записки воспитателя, мы можем догадаться, что в этой комнате был своеобразный детский сад. А что происходит с туристами в Питтсбурге, можно понять сначала по куче сваленной одежды, а потом по скопищу обугленных тел. Даже место действия в игре может определять эмоции и поведение персонажей. Например, не случайно, что Джоэл и Элли выясняют отношения на заброшенном ранчо, которое так хорошо сохранилось. Для Джоэла это место словно удар ножом по сердцу, кусок того самого мира, который он потерял со смертью дочери. Для Элли, выросшей после конца света, это возможность понять, какой может быть жизнь без щелкунов и бандитов. Поглощенные эмоциями, герои наконец-то говорят по душам. А ранчо стало спусковым механизмом для этого диалога. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you.
Перечисленные приемы Naughty Dog позаимствовали у кино, но и в игровом процессе разработчики им вдохновлялись. Сражения в игре делали с оглядкой на леденящие кровь схватки, и старикам тут не место. Минималистичный саундтрек играет только в определенные моменты, как и в фильме Коэнов. По большей части градус реалистичности в игре стараются выкрутить до предела. Между вами и противниками лишь тишина, и от каждого шороха зависит, кто из вас выживет, а кто погибнет. Усиливает погружение и дизайн звука, который также нагнетает саспенс. О звуке и музыке в The Last of Us у нас на канале уже подробно рассказывал Алексей Луцай, ссылки будут в описании. Постановка боев тоже делает акцент на выживании. Особенно это заметно в рукопашных схватках. Камера как будто следует за рукой Джоэла, отчего мы ощущаем каждый удар, который он наносит или получает. Усиливают это ощущение брызги крови и слюны на экране. Также прелести выживания нам показывают гипертрофированным насилием при, например, стрельбе из дробовика. Ладно, когда тела зараженных как будто взрываются, их тела и так уже наполовину ходячие бомбы. Но когда от людей после выстрела отлетают конечности, становится не по себе. Таким преувеличением разработчики показывают высоту ставок в игре на выживание. Режиссура в игре построена таким образом, что геймплей и кат-сцены плавно перетекают друг в друга. К примеру, о дистанции между героями. В игре Элли также поначалу сторонится Джоэла. Он часто подгоняет ее словами, чтобы она не отставала. Но со временем уже Элли будет вырываться вперед, а Джоэлу нужно ее догонять. Таким образом, нить повествования не прерывается на сюжетные кат-сцены и игровой процесс. История развивается все время. И все усилия по созданию бесшовной истории Дракмана пошли бы прахом, если бы его идеи грамотно не реализовали опытные программисты. Ведь именно они, по сути, воплотили в жизнь придуманный им мир. Программирование позволяет почувствовать себя создателем игры. Школа XYZ запускает курс по программированию GameCode. Ведет его Александр Балакшин. Он оказывал значительный вклад в сезонное обновление для Tom Clancy's Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика и лида геймплейной команды. А еще участвовал в других AAA-проектах. Большую часть своей карьеры он делал шутеры, поэтому будет рассказывать именно о них. На курсе ты будешь своими руками делать основные механики шутеров. Узнаешь, как работает стрельба, перемещение, сетевая репликация, искусственный интеллект NPC. И научишься создавать все это сам с помощью Unreal Engine и C++. Курс в первую очередь для тех, кто уже программирует, но хочет сменить сферу деятельности на геймдев. Поэтому, чтобы браться за курс, тебе надо знать хотя бы один язык программирования. И хотя работать ты будешь над шутером, полученные знания можно будет применить и для других жанров. Хочешь сделать 2D-платформер? Убери одну ось перемещения. РТС? Работать с АИ мы уже научились. Останется сделать управление. Авиасимуляторы, файтинги или РПГ. Фундамент для задач программиста в этих играх считай один. Студенты XYZ School устраиваются в Spira Soft, Saber, MyGames, Digital Forms и другие студии. Курс начинается 1 октября 2020 года. При оплате до 28 июля действует скидка 30%, а по промокоду DTF получишь дополнительную скидку в 10%. Итого скидка 40% на курс GameCode от XYZ School. А теперь вернемся к разговору о киноязыке в The Last of Us. Благодаря интерактивности совсем другими красками играют многие сцены. Смогли бы мы полностью прочувствовать боль Джоэла, если бы смотрели на это со стороны, а не пытались шаг за шагом двигаться, умоляя героя идти и не падать? Скорее всего, нет. Naughty Dog искусно отбирают управление у игрока, когда без этого им сложнее рассказать историю, и в нужные моменты его возвращают. В одной из кат-сцен Томми дает Джоэлу его фотографию с дочерью, и в этот момент мы снова получаем управление, только ради того, чтобы нажать одну единственную кнопку и вернуть фото.
Такие моменты сближают игрока с персонажем. Хоть мы и не делаем никаких значимых выборов, даже такие мелочи формируют у нас связь с героем, ведь мы на какой-то момент буквально влезаем в его шкуру. Well, no matter how hard you try, I guess you can't escape your past. Thank you. Хотя в The Last of Us есть выдающиеся находки в области построения сюжета через игровой процесс, ее корни исходят из кино. И приемы, которые игра использует, прекрасно смотрелись бы и в любом полнометражном фильме. Во время, не побоюсь этого слова, съемок The Last of Us, Дракман и компания всегда задавались вопросом, а возможно ли эту сцену снять в реальности? Смог бы так снять человек? Это роднит игру с другим медийным произведением, которое тоже сняли по заветам кинематографа – аниме «Ковбой Бибоп». Синитиро Ватанаbe всегда хотел снимать кино и в дебютном проекте тоже задался целью снять сериал как будто на пленку. Так как кат-сцены в игре снимали как будто на настоящую камеру, то кадры в ней построены по всем правилам операторского искусства и тоже рассказывают историю визуальным языком. После появления в сюжете Элли она почти всегда находится в центре экрана, как МакГаффин и краеугольный камень всего сюжета. И первое время она все время на заднем плане, между персонажами, которые решают, что с ней делать. Но по ходу путешествия она выходит на передний план, а к концу игры становится главной героиней. В этом плане сюжет закольцовывается. Мы начинали прохождение за родную дочь Джоэла, а заканчиваем приемной. Также авторы активно используют киноязык, чтобы усилить эмоции в кадре. Например, после смерти Тесс Элли хочет обсудить это с Джоэлом, но даже по построению кадра мы видим, что между героями препятствия. Джоэл не хочет вылезать из своей скорлупы и закрывается от Элли как может. Еще разработчики любят рифмовать кадры, начиная от отсылок с кадрами оружия «К старикам тут не место» и заканчивая повторением одного и того же ракурса, в котором герои меняются местами, показывая, за кем сила теперь. А в этой сцене Томми решается помочь Джоэлу, отметив его отношения с Элли. Благодаря ракурсу мы видим, как пары героев отзеркаливают друг друга и понимаем мотивацию Томми без лишних слов. God damn it. I need to talk to you. Несмотря на то, что история в игре линейна и в ней почти нет воспоминаний или параллельных сюжетных линий, нельзя не отметить монтаж. В первую очередь нельзя не заметить бесшовность истории. Экранозагрузки мы видим только во время смены времен года, и эти паузы абсолютно оправданы после событий, которые только что произошли. Благодаря этому история кажется непрерывной, и она не отпускает игрока. Внутри игры также круто сделаны переходы после смерти героя. Нам всегда показывают, как персонаж страдает перед смертью, но никогда не доводят это до мазохистского удовольствия уровня Dead Space. Переход случается ровно в тот момент, когда картинка начинает вызывать отвращение. Таким образом, нам напоминают о жестокости здешнего мира, но не заставляют этим наслаждаться. А в единственной сцене воспоминаний в игре монтаж выполнен просто безупречно. Ложь Джоэла нагло резонирует с видеорядом, отчего эмоциональный эффект сцены только усиливается. I'm taking this home. I'm sorry. Поистине шедевральной сценой с точки зрения кинематографа можно назвать концовку. Все ее элементы выполнены на невероятном уровне. Обратим внимание на локацию последнего диалога в игре. Элли стоит возле обрыва. Она и буквально, и метафорически находится на краю. Она не может продолжать жить во лжи и хочет покончить с этим. Композиция кадра тоже показывает нам разницу во взглядах героев. Элли находится чуть ближе к краю экрана. Линии золотого сечения пересекаются на ее глазах, зеркале души.
на глазах, от взгляда которых в трепет бросает даже спустя 7 лет. При этом тогда лицевую анимацию делали вручную. Лишь спустя годы Мелина Юргенс в Hellblade смогла показать свою актерскую игру на компьютерной модели с захватом мимики и приблизиться к уровню, которого Naughty Dog достигли вручную. В то же время Джоэл находится по центру экрана, в условной камере, которую построили линии золотого сечения. Это одновременно символизирует и его самолюбие, и рамки, в которые он сам себя загнал, отказавшись примириться с прошлым. А линия приковывает внимание зрителя не к правдивым глазам, как у Элли, а к устам, которые скоро скажут самую большую в жизни ложь. А когда начинает играть пронзительная гитара волшебника Санталалии, игрок буквально чувствует то нервное напряжение, которое охватило Элли. Поэтому мы, как и героиня, прекрасно понимаем, что Джоэл солгал. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. А фирменный монтажный переход с черным экраном перед титрами, как финальный штрих художника, оставляет игрока с прорвой мыслей и суждений о том, как принять все, что он сейчас увидел. Собрав невероятное количество наград, The Last of Us навсегда вошла в историю не только игр, но и мировой культуры. Naughty Dog умело воспользовались киноязыком, причем не только в кат-сценах, но и в геймплее. Сценарий The Last of Us отлично подошел бы и для фильма, но непревзойденным он становится лишь когда игрок сам его постигает, принимая личное участие в сюжете и пропуская его через фибры своей души. А какие у вас впечатления от второй части The Last of Us? Или вы все так же считаете, что это мыльное кинцо не стоит того, чтобы покупать консоль? Поделитесь своим мнением в комментариях. А еще обязательно оцените видео лайком, ну или комментарием. Мы всегда ценим вашу поддержку и критику. А чтобы не пропускать следующие видео на канале, не забудьте нажать на колокольчик. О новостях в мире игр, кино и массовой культуры вы всегда сможете узнать на сайте ДТФ. С вами были Антон Плоткин и Андрей Королев. И помните, как всегда говорит моя мама, лучше сказать горькую правду, чем сладкую ложь. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. 'Cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. Стоп! Снято!